Как всегда, рада вас приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. Нам исполнилось 85 лет, но, тем не менее, наша аудитория молодая, а это значит, что у нас еще все впереди. На сегодняшней трибуне долгожданный гость, академик, вице-президент Российской академии наук, директор Института космических исследований Лев Матвеевич Зеленый. О чем он... Поприветствуем. О чем он нам сегодня расскажет, он расскажет сам. Лев Матвеевич, пожалуйста, выйти, чтобы все на вас посмотрели, все вас увидели. Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, этот микрофон, наверное, не нужен. Но большое спасибо за приглашение выступить здесь. Ну, я просто должен сказать, что планетарий в моей жизни, тот первый планетарий играл очень большую роль. Я здесь жил недалеко, на Садовой Триумфальной, и все мои одноклассники, значит, у них считалось делом чести пробраться без билета в зоопарк, а я все-таки предпочитал планетарий, даже, правда, тоже в основном без билета. Вот. Много здесь я увидел тогда, и в каком-то смысле, наверное, это повлияло на мой выбор профессии. Ну, много лет мы все, наверное, страдали от того, что в Москве нет планетария, много об этом говорили. И я очень рад, что снова планетарий существует, новый, обновленный, красивый, с гораздо большими возможностями, чем раньше. И, в общем, я здесь был уже несколько раз, и каждый раз увидел что-то новое. Здесь невозможно все за один раз посмотреть. И я должен Фаину Борисовну поблагодарить, вот ее и весь персонал планетария за прекрасную работу. А я сегодня расскажу про Луну. Ну, если бы мне 10 лет назад кто-то сказал, что я буду в планетарии рассказывать про Луну, я бы просто этого человека высмеял. Во-первых, тогда не было планетария, а во-вторых, я считал Луну наиболее скучным и таким неинтересным небесным телом в Солнечной системе. Я всю жизнь занимался плазмой, то есть движением заряженных частиц в магнитном поле. У Луны нет ни магнитного поля, ни атмосферы, ни ионосферы. И казалось, вот что там настоящему физику делать? Только, может быть, для геолога что-то интересное. Но я ошибался. И вот за эти 10 лет про Луну и я узнал очень много нового, а главное, ученые узнали очень много нового. И сейчас Луна находится в центре нашей российской космической программы. И вот в своей лекции я постараюсь, во-первых, вот передать вам свой интерес, и вот понять, чтобы вы поняли, почему так вот и я заинтересовался Луной, почему действительно она достойна самого большого внимания, конечно, наряду с другими нашими планетами в Солнечной системе. Все они, каждая по-своему интересна. Луна особенная. Ну и во-вторых, вот я хотел, чтобы вы увидели то, чем сейчас занимается российская наука, какие у нас планы, и чего мы хотим, и чего, надеюсь, все-таки добьемся. Спасибо. Надеюсь, вам будет интересно. Так, ну я начну свою лекцию, я уже это говорил, но всегда это приятно сделать еще раз, поздравить планетарий, директора с юбилеем, это замечательная дата. И мне как раз приятно вблизи юбилея здесь выступать. Вот название моего доклада. Не удивляйтесь, здесь у меня много соавторов. Это как специалисты из нашего из Института космических исследований, и мои коллеги из университета, из Института Вернадского. И вот последняя строчка – это наша промышленность НПО Лавочкина, ну, которая как раз и делает сейчас и занимается теми космическими аппаратами, о которых я расскажу. Много людей мне помогали с этим докладом. Ну, давайте начнем сначала. Вот самое удивительное в Луне – это то, что она такая большая, если можно так сказать. Если посмотреть на планеты земной группы, их 4, ни у одной, кроме Земли, нет такого грандиозного спутника. Ни у Меркурия, ни у Венеры у них нет вообще ни одного спутника. У Марса есть 2 спутника, Фобос и Деймос, но это, как сейчас большинство специалистов думают, это, скорее всего, захваченные астероиды. А вот Земле в каком-то смысле повезло. Я постараюсь сказать, почему повезло. Луна всего в 4 раза меньше Земли. То есть это, в общем-то, громадное. Если сравнить даже спутники планет-гигантов, они большие, они некоторые сравнимы по размеру с Землей, но относительно своего материнского, так сказать, планеты, они все равно в относительном размере гораздо меньше. А самое удивительное, что когда говорят про Луну, вот
ключевым фактором является то, что она и не только близко находится к Земле, не только большая, она состоит из веществ, близких по своему химическому, минералогическому составу к Земле. Геологи любят характеризовать, это такой как бы маркер возраста, маркер принадлежности вот какой-то породы, какому-то небесному телу, это отношение изотопов кислорода. Вот обычный атом кислорода, у него атомный вес 16, но есть атомы с большим весом 17, 18, где-то лишние нейтроны есть в ядре. Их очень мало, это отношения очень малы, но даже их малость говорит о том, откуда взялись это вещество. И это соотношение, оно разное в разных частях Солнечной системы. И поэтому тот факт, что у Луны и у Земли эти отношения близки, тоже об очень многом говорит. Чем они отличаются, Луна и Земля? Отличаются плотностью. Вы видите, что у Земли, в общем, очень крупное металлическое ядро. Слава Богу, что есть такое ядро. Оно создает магнитное поле, которое защищает нас от многих неприятностей. У Луны ядро очень маленькое, ее средняя плотность намного меньше Земли. И просто единственное вещество, которое на Земле много, а на Луне совсем мало, это железо. Вот как это произошло? С одной стороны, они родственны, с другой сильно отличаются. Я постараюсь об этом рассказать, может быть, заглянув, так сказать, вглубь даже не веков, а миллиардов веков. Я расскажу о происхождении Луны, ее истории. Немножко успею, думаю, рассказать по пыли и плазме на Луне, о водяном льду. И расскажу о тех проектах, которые сейчас готовятся в России, ну и, конечно, и за рубежом. Я, как обещал, начну сначала. Откуда вообще все взялось, чтобы понять откуда возникла Луна. Давайте сначала поймем вообще, откуда взялась наша Солнечная система. Солнечная система, как и другие планетные системы, возникли из так называемого протозвездного облака. Вот вы здесь видите похожее облако. Когда-то на месте нашей Солнечной системы тоже находилось такое облако. Это далекое облако, оно находится на расстоянии 1500 световых лет. Но как бы его история, то, что с ним происходит сейчас, напоминает то, что происходило с нашей Солнечной системой 1,5 миллиарда лет назад. Как образуется из такого газопылевого облака, как образуются планеты, звезда и вообще вот все вокруг нас, и включая нас самих. Процесс, конечно, очень интересный, но мы о нем знаем много, но не все. Главной силой здесь, конечно, является сила гравитации. Вот комки газа, пыли, они объединяются в маленькие комочки, вы ведь видите, потом объединяются во все более крупные тела. Они называются планета Земля. Это такие элементарные кирпичики, вот они уже подрастают. Каждый из них представляет свою гравитационную яму, куда сваливаются более мелкие. Так же, как жизнь, это, так сказать, более крупный объект поглощает более мелкие, так же, как коммерции. И вот постепенно это вещество растет, и в каком-то смысле случайно какое-то небольшое увеличение массы начальной, оно может привести к тому, что один фрагмент этого вещества растворится в другом и просто исчезнет, а другое сформирует в перспективе планету. Здесь, конечно, на начальном этапе, помимо сил гравитации, есть такие силы адгезии. Эти комочки слипаются друг к другу, играют роль электростатические силы. И вот в самом центре всего этого газопылевого облака возникает самый крупный объект, когда вещество сжимается до достаточно больших плотностей, начинается термоядерная реакция и вспыхивает новая звезда. Вот так 4,5 миллиарда лет назад вспыхнуло наше Солнце. Примерно в это же время образовалась Земля. Вы видите, насколько жестким и тяжелыми были условия в это время. Вот, конечно, хочется очень одним глазом взглянуть на это, но вряд ли удалось бы при этом выжить. Вот такая совсем молодая Земля, вот она рождается сейчас, вы видите, в огне, в дыму, в пыли, в столкновениях. Вот, но Луны еще нет, это еще начало. И вот первый, так сказать, этап этой драмы сложился, вот сформировалась Земля. Земля, Солнце, тут нету такой резкой границы. Вот по различным
тоже изотопным данным, по различным косвенным данным. И все это происходило примерно 4,5 миллиарда лет назад. Солнце – это звезда уже следующего поколения. Было до нее много других звезд, две или три таких как бы попытки сформировать звезды. Они возникали, жили по несколько миллиардов лет, а кто и меньше. Их время жизни кончалось. Они формировали газово-пылевые туманности, из них формировались новые звезды. Вот так устроена жизнь в нашей Солнечной системе, в нашей Вселенной и, в частности, в нашей Солнечной системе. Вот. Но это пока только Земля. Мы 4,5 миллиарда лет назад, вот представьте, что мы перенеслись на такой машины времени. Луны еще нет. И вот ученые рассматривают различные механизмы формирования Луны. Их, вы видите, целый длинный список здесь изобразил. И каждый из них попытается ответить на самые важные моменты, те экспериментальные данные, о которых мы говорили. Соотношение изотопов кислорода, соотношение воды. Ну, я не буду перечислять все эти модели, они здесь написаны. Но самая такая... Интересоваться этим ученые человечество, конечно, всегда. Но серьезные такие первые модели начали появляться где-то в конце 18-го, начало 19 века. Одну из таких важных моделей предложил Иммануил Кант. Интересную модель, вот я сейчас о ней немножко расскажу, предложил сын великого Чарльза Дарвина. Он был физиком и астрономом. Если их постепенно, так последовательно рассмотреть, о некоторых расскажу. Вот это как раз представление, ну не надо здесь все читать, это модель, которую предложил Дарвин. Молодая Земля, вот, которую вы видели, она очень быстро вращалась, должна была вращаться с периодом не 24 часа, как сейчас, а всего 1-2 часа. Она вращалась так быстро, что и она была расплавлена, что как такой быстро вращающийся такой жидкой капли, от нее оторвалась такой фрагмент вещества, выбросился и сформировал Луну. Ну, и тогда же вот впадина на месте Тихого океана при этом в этой теории ассоциировалась вот с местом, откуда была оторвана Луна. Но не получается эта модель по многим причинам, она не подходит, не хватает скорости, не хватает углового момента в Солнечной системе. И сейчас от нее отказались, хотя вообще, конечно, сама по себе она красивая, и в других задачах астрофизики она вполне может быть использована. Все эти модели, хотя не применимы для Луны, они свою роль в жизни науки сыграли. Вот модель захвата, что Луна была захвачена на свою орбиту, сформировалась где-то в другом месте Солнечной системы и захватилась на орбиту. Тоже эта модель, от нее очень увлекались в начале 20 века, было много книг, и она вообще преподавалась даже в школах, но сейчас от нее отказались. В общем, не получается по баллистике такой захват. Если бы Луна попала близко к Земле, чтобы захватиться, ее приливные силы бы разорвали. Если она пролетает, вот это, так сказать, то тело, которое стало Луной, пролетает где-то далеко, оно вообще улетит, и трудно объяснить сходство вещества здесь. Вот. И есть модель, вот я упомянул Иммануила Канта, это модель совместного формирования. Вот так как вот формировались планеты, вы видели вот на том фильме, который я показал, формировались отдельно Марс, Земля, Венера. Также вот Земля и Луна сформировались вот из газопылевого облака. Вы видите здесь вот эти вот последовательные картинки, просто как два таких объекта. И, значит, каждый зажил свою жизнь. Это хорошо объясняет их сходство, их состава, но не объясняет, почему на Луне так много железа. Это вот сейчас вот наш известный ученый, директор института Вернадского, Эрик Михайлович Галимов, вот этой модели продолжает развивать эту модель. Тут нет у ученых единого мнения, но как-то вот постепенно, особенно используя те экспериментальные данные, которые были получены вот в российских проектах, которые я расскажу в программе «Аполлон», все приходят вот к другой модели. Она называется модель
мега-импакта или мега-столкновения. И она такая тоже вот напоминает те катастрофы, которые вы видели, только произошло это где-то на несколько сотен, а может быть на 2-3 сотни лет позже, чем сформировалась сама Земля. Земля здесь в этой модели сталкивается с некой протопланетой, которая тоже сформировалась недалеко от орбиты Земли, но удар получился косой. И как вы видите, вещество поверхности Земли, уже сформировавшееся, затвердевшее, уже Земля как бы была вполне такой полноценной планетой, оно было срезано, расплавлено, и поскольку Земля уже фракционировалась, железные, тяжелые элементы уже опустились внутрь, поэтому вещество, из которого сформировалась Луна, оно как бы просто легче. И эта модель очень хорошо объяснила вот все фактически геохимические данные. Но видите, это довольно свежая модель. Она возникла в 1975 году как раз на базе вот лунных экспедиций советских и полетов Аполлона. И скотство по кислороду объясняется, дефицит железа. И похоже, хотя есть несколько, я тут как-то всегда в каждой хорошей теории есть небольшое такое порочное место, из которого может возникнуть новая теория. Также здесь есть некоторые факты, которые эта модель, к сожалению, не объясняет. Но, может быть, это и хорошо. И вот давайте теперь представим, вот это похоже, такая очень правдоподобный сценарий, но здесь я еще раз показал вот эту замечательную картинку, вот такой сильный удар, как выглядела вот вся наша, так сказать, Земля, Луна в это время. Вы видите, Луна здесь формируется достаточно близко от Земли. Есть такое понятие сфера Роша, это область, где гравитационные силы планеты как бы преобладают над всеми остальными. Это примерно 25-30 тысяч километров, потому что мы, в общем, точно не знаю, какая масса тогда была у Земли, потому что, видите, она в результате таких падений, аккреции, она менялась. И Луна, первая Луна сформировалась всего на расстоянии 25-30 тысяч километров. Сейчас все помнят, что она находится на расстоянии 380 тысяч километров. И вот представьте себе такую Луну, она где-то в 12 раз больше Солнца. И вот она висит над вами. Вот я попросил нашего художника попытаться нарисовать вот эту страшную картинку. И Луна и Земля после такого удара, они, конечно, расплавились, потом начали постепенно застывать. Луна в 12 раз больше Солнца. И здесь как бы не речь идет не о затмениях Луны, а о постоянных затмениях Солнца. И вот тут я вспоминаю стихи Маяковского: «А на небе и Луна такая молодая, что ее без спутников выпускать рискованно». Спутников все своих Луна уже при формировании съела. Вот. Земля тогда вращалась очень быстро. Вот там было на слайде около, по-моему, 5, ну, приблизительно 5 часов. И оба тела были жидкие. Если бы и Луна, и Земля были такими твердыми стальными шарами, они бы так и продолжали вот в такой паре крутиться. И мы бы вот через 4 миллиарда лет вот увидели бы такую громадную Луну. Но и поверхность Земли была жидкой, а позже на ней возникли океаны, и Луна была расплавлена, поэтому возникло такое явление: эти тела нематериальные точки. То есть законы гравитации работают, но закон Ньютона работает, но он как бы работает для дальней стороны Луны и ближней, они находятся к Земле на разных расстояниях. Поэтому возникает такое явление, как приливы, как бы вещество Земли вытягивается. Вы знаете эти приливы сейчас хорошо по океанским приливам, а тогда это были приливы магмы, и начинают тормозить вращение планеты. И Земли, и Луны. Энергия вращения переходит в потенциальную энергию, и Луна удаляется. И вот за эти миллиарды лет, прошедшие с ее формирования, Луна удалилась вот на то расстояние, на котором она сейчас находится, и она продолжает удаляться дальше, где-то несколько сантиметров в год. Этот эффект работает. Ну, мы, так сказать, на нашей жизни, наверное, этого никогда не увидим, но наши далекие потомки увидят Луну немножко дальше, и Землю чуть-чуть медленнее вращается, потому что Луна, приливное движение, затормозили уже Луну. Сейчас она все время смотрит на нас одной стороной. Вот здесь в лунариуме очень хорошо эта сторона показана, вы можете ей полюбоваться. А постепенно и вращение Земли будет тормозиться. Вначале это было 5 часов, сейчас 24 часа. И постепенно вот эта пара, Земля-Луна, они как бы начнут смотреть друг на друга только одной стороной.
Ну, это такая не очень веселая картина, но надеюсь, что мы до этого не доживем. Вот. Значит, это все то, что я рассказал, произошло примерно через 300-400 миллионов лет после формирования Земли. Ну, все эти датировки условные, ну, может быть, тут присутствуют, я вижу, специалисты, не все со мной согласятся, но тут дело может быть не в лишние сотни миллионов лет, а в последовательности. А последовательность такая: формирование Земли, следующий этап формирования Луны. Ну, вы видели, Луна была расплавлена, была гладкой. Откуда на ней взялись? Вот когда мы сейчас смотрим на Луну, мы видим, это опять-таки очень хорошо видно здесь в лунариуме, она вся испещрена кратерами. Кратерами самого разного размера, самых разных масштабов. И глубокими, и большими. То есть можно построить такую фрактальную картину распределения Луны, кратеров Луны по размеру. Вот миссия Аполлона и советские доставки грунта, я о них немножко позже скажу, они позволили привести вещество и датировать его. Это самое главное, наверное, что прямой контакт с веществом, который был доставлен на Землю, несколько сотен грамм советскими тогда аппаратами и несколько сотен килограмм американскими, но тут как бы это соизмеримые в данном случае вещи, позволили датировать вещество Луны, вещество поверхности Луны и возраст кратеров. Но оказалось, что Луна несколько моложе Земли, ну, как я и говорил. Но вот строя теорию распределения кратеров, строя удары кратеров, изучая вещество вблизи крупных кратеров, оказалось, что они все примерно относятся к более-менее к одному времени. То есть вот на той гладкой Луне, которая образовалась, вот, которую вы видели на предыдущей картинке, постепенно она становилась испещрена кратерами. Ну, насколько постепенно? И недавно очень подробные анализы были опубликованы, снова ученые обратились к образцам Луны, сделали статистику ударов по Луне. Оказалось, что все это такая картинка Луны, она в основном сформировалась тоже где-то 4 с небольшим миллиарда лет назад. А что, почему? Ведь уже все планеты сформировались, уже все вещество как бы распределилось. Ну, конечно, остались еще какие-то фрагменты. И здесь это была загадка. Это период, о котором я сейчас рассказываю, когда Луна действительно оказалась как бы изрыто такими оспинами кратеров, это произошло в период, такой называется по-английски late heavy bombardment, но это период такой мощной тяжелой бомбардировки. Ученые не очень понимали, почему это происходит. И как бы одно открытие помогает понять другое. Вы, наверное, многие здесь слышали, может быть, даже и лекцию здесь читали, а если нет, то ее обязательно следует прочесть, об открытиях экзопланет. Это планетные системы у других звезд. Их сейчас очень активно изучают, почти 1000 таких планетных систем было обнаружено, и они оказались устроены совсем по-другому, чем Земля. И наша Солнечная система, планеты как бы тяжелые, очень часто находятся близко к Земле. В нашей Солнечной системе около Солнца находятся маленькие планеты, а большие находятся на расстоянии. И оказалось, что после того, как планетная система формируется, начинается период миграции, такой передела. Планеты начинают ходить, попадают в некие резонансы с друг другом. Тут много есть теорий, почему это происходит, но это тоже необходимый этап эволюции системы, эволюции любой планетной системы. Это красивая, здесь где-то есть тоже в планетарии такая величественная картина, Солнце, вокруг него по неизменным траекториям миллиарды лет вращается планета, она не всегда была такой. Сейчас она такая или почти такая. Когда-то планеты тоже гуляли, и это вызывало развалы неких планет. И причина такая миграция планет, по-видимому, на Луне мы видим свидетельство этого процесса. На Луне и, может быть, на Меркурии. На Земле ничего не видно, потому что Земля имеет тектонику плит, дожди, океаны, все, конечно, смывается. Мы вообще, смотря на Землю, мы ничего не знаем о первых миллиарде лет существования в Солнечной системе. Самое интересное для тех, кто занимается такой наукой, как космогония. А на Луне все это записано, и записано очень хорошо.
Вот. Ну, еще один последний из этой серии вот, факт, почему вот, важно изучать Луну. Вы видите, Луна помогает понять не только нашу Солнечную систему, но и другие звездные системы. Позже уже, конечно, чем то время, когда я рассказывал, когда на Земле появились океаны, и Луна была близко от Земли. Не так, конечно, вот как я показывал, на расстоянии 20 тысяч километров, но где-то на своем пути вот в нынешнее положение, но все равно она была гораздо ближе, и сила приливов зависит как куб расстояния до планеты. Они были очень сильные приливы, и они смешивали вот океанскую воду, вещество суши, и вот какие-то химические элементы суши попадали в океаны, наоборот, и вот это многие специалисты по возникновению жизни связывают как некий такой триггер того, что вот в океане возникла жизнь, что приливы как бы размешивали вещество Земли, выступали как такой мешалкой. Видите, Луна здесь сыграла еще одну роль. Вот, скорее всего, это в том, что вот мы с вами появились на свет. Ну, я здесь вот эту часть хочу суммировать, чтобы просто осталась у вас в памяти некая такая хронология. Я не рассказывал, конечно, об истории Вселенной, о Большом взрыве. Вот здесь первая картинка, который произошел 13 с лишним миллиардов лет назад. Образовалась наша Вселенная, начали позднее образовываться звезды, образовываться, погибать. Вот я начал свой рассказ где-то примерно с этого места. Где-то 4 миллиарда лет от нашего времени. Вот. И 4,5 миллиарда лет сформировалась наша Солнечная система, но я ее нарисовал в теперешнем состоянии, эту картинку, но, как я говорил, она была, скорее всего, совсем другой. Через 100-200 миллиардов лет произошло столкновение Земли вскоре после образования Земли вот с планетой, протопланетой Тея, гипотетическое, но это было крупное небесное тело, по крайней мере, не меньше теперешнего Марса, для того, чтобы образовалась такая Луна. Образовалась Луна, но она была такая гладенькая, ровная, молодая, как только что вот, как бы кого-то ее только что вот побрили. А еще через несколько сотен миллионов лет началась в Солнечной системе миграция, которая вызвала второй этап, вторичный такой этап бомбардировки. Вот первый этап я показал в фильме, а это уже был вторичный этап, который почти полностью сформировал вот то такое оспоподобное лицо Луны, которое мы видим сейчас. Почти, конечно, за следующие миллиарды лет тоже было много падений, они даже и сейчас изредка происходят, но это уже сейчас редкие события, а в основном все произошло вот в эту эпоху. И вот мы имеем ту Луну, которую имеем, и надо ее изучать. Вот, ну, в нашей стране Луной всегда интересовались. И здесь я не буду сейчас перечислять всех ученых XIX века, думал об этом и Ломоносов, это можно следы найти в его статье. Но, конечно, первый вот наш человек, который всерьез обратил внимание на Луну, но он интересовался Луной как неким объектом для космических полетов, был Константин Эдуардович Циолковский. Это действительно был великий человек, он не был ученым, давайте не надо ему приписывать то, что ему стараются приписать, он был мыслителем и, как сейчас говорят, визионером. И он очень многое предсказал и угадал. Вот я обращаю внимание на его книжку. Поскольку я тут мучил вас серьезными вещами, я очень люблю эту книжку, и по ней снят фильм. Вот как Циолковский видел полет на Луну. Вот давайте посмотрим. Так немножко наивно, но как-то очень симпатично, мило. Вот. Все просто такие фильмы, и вот сама атмосфера 30-х годов, она ведь сформировала наших великих конструкторов. Королева, Челомея, Бабакина. Они тоже смотрели эти фильмы и потом сделали настоящие аппараты, которые действительно сели на Луну. Ну, если так просто всерьез так пошутить, основная интрига этого фильма была это забытые валенки. Так наши прабабушки и бабушки представляли себе полет на Луну.
вперед в космос. И вот все-таки те люди, вот, которые в 30-е годы смотрели эти фильмы, 50-е, в 60-е сделали сначала межконтинентальные ракеты, потом первый спутник, а потом стали задумываться о полетах в Луну. Вот здесь портреты двух наших великих людей, наших, конечно, ушедших давно. Это Сергей Павлович Королев, это тот, кого называли главным конструктором космонавтики, Мстислав Всеволодович Келдыш, это главный теоретик космонавтики. Я здесь, извините, у меня тут несколько слайдов будет по-английски, но думаю, что это не вызовет больших затруднений. Почему я это показал? Потому что это не я придумал, это вот я взял из презентации одного своего зарубежного коллеги, которые признают. Мы это иногда забываем здесь у нас. Вот хорошо, что об этом книжку Маров написал, который здесь выступал. А мы забываем о том, что сделано у нас в стране. И вот большое число впервые сделано советскими учеными-инженерами, нашими предшественниками. Это первая ракета, которая вообще долетела и коснулась Луны. Правда, конечно, она разбилась. Первый облет Луны и фотографии ее обратной стороны. Вот здесь вот выставлена в лунариуме только только видимая сторона Луны. Обратная сторона тоже интересна, вы сейчас ее увидите. Она совсем другая. Первая мягкая посадка, первый орбитальный аппарат вокруг Луны, первая проба, облетевшая Луну и вернувшаяся на Землю, первая автоматическая доставка грунта, первый ровер. В общем, очень много сделано. И вот так, когда смотришь на это, видишь, что все-таки лунную гонку Советский Союз не проиграл. Я бы считал, что она закончилась практически в ничью. Это, конечно, важный был этап в истории, все очень делалось быстро, и вот такое соревнование с Соединенными Штатами здесь подстегивало правительство, которое хорошо финансировало все эти работы. Значит, вот из чего состояла тогдашняя советская программа? Вот она где-то начиналась в середине 60-х и кончилась реально в середине 70-х годов. Это было 24 миссии, 24 полета к Луне. Не все из них долетели, некоторые пролетели мимо Луны, некоторые разбились, но вот последняя Луна была 24. Это была одна программа, которая делалась в фирме Бабакина, а одновременно думали наши ученые, особенно Королев и Челомей, о полете человека на Луну. И была вторая программа. Они не были связаны, они очень жестко конкурировали с друг другом за деньги. Надо теперь сказать, это вот в воспоминаниях есть. У меня, знаете, кончилось что-то. Можно мне другую указку? Вот. Было 5... Да? Какая? Ее еще хуже видно. Да. Так. Значит, здесь было 5 облетов Луны, то есть понятно, что готовились инженеры к полету человека, и они, надо сказать, все остались, они все практически были успешные. Вот фирма Челомея здесь работала более успешно, чем фирма Королева. Вот это один из этих возвращаемых зондов. Они не имели очень большой научной нагрузки, вот они произвели фотографирование обратной стороны, но это была хорошая прелюдия к полету человека, но вот который в конце концов вот в Советском Союзе сделать не сумели. Вот карта обратной стороны Луны. Луна с обратной стороны оказалась очень отличающейся от той, что мы видим, вот, которой... Спасибо большое. Большое спасибо, отлично. Вот. Почему это происходит? Вот ответа прямого нет. Но есть разные модели, связанные тоже с приливным воздействием. Но вот почему обе стороны Луны так отличаются, вот ученые думают до сих пор. И вот здесь показана первая наша успешная миссия по забору грунта Луны. Здесь такая большая бурильная установка была, на 2 метра она заглубилась под поверхность Луны, это очень важно. И около, по-моему, если я не ошибаюсь, около 100 грамм грунта вот в этом возвращаемом аппарате было доставлено. И в Советском Союзе сделали 3
ровера для поездок по Луне. 2 из них успешно долетели до Луны, ездили по ней, прошли очень большой путь. Вот я знаком с человеком, который этими роверами управлял. Провели много таких полезных, интересных научных экспериментов. Но 3-й ровер так и остался в музее. Ну, гонка уже лунная была, как бы наши руководители партии и правительство, как говорят, оказались уже не заинтересованы в ней, считали, что уже все, надо заниматься чем-то другими, и перешли стали финансировать орбитальные станции. Но вот 3 доставки лунного грунта, Луна-16, 20 и 24, были успешными. Наши ученые активно обменивались с американскими коллегами вот этими образцами. И вот та хронология, вот та такая довольно красивая карта вот формирования Луны, образования вот этих эпоха образования кратеров, вся эта хронология вот была сделана реально путем тщательного анализа образцов этого грунта. Но вот, значит, наши коллеги и в данном случае такие соперники вот по исследованию Луны, американские ученые сделали тогда 6 полетов, это было больше экспедиций, но 6 закончились посадкой. Все они были успешны. Единственный полет Аполлон-13, наверное, номер неудачный был, он просто не долетел до Луны, там началось много аварий, аппарат повернули, он, слава богу, благополучно сел. И здесь, конечно, хочется вспомнить, что это вот в таких вот дорогих и крупных проектах важна политическая воля руководства страны. И мы надеемся, что вот теперь в нашей стране такая политическая воля, потому что такая воля будет, потому что космос – это дорогое довольно дело, но оно сторится и оплачивается и престижем государства, и различными технологическими открытиями и разработками. Вот Джон Кеннеди, который был потрясен и, так сказать, озадачен успехами Советского Союза, объявил, что первым человеком на Луне будет американец. И вот в 1969 году это было сделано. И Кеннеди, вот сейчас интересную я прочел, я поделюсь с вами интересным заметкой, которую я прочел в одной американской книге. Кеннеди, как вы знаете, в 1963 году трагически погиб, был убит. А программа начала развиваться, вот первая посадка была в 1969 году. И где-то в середине 60-х годов стало видно, что эта программа такая дорогая, что она просто подрывает бюджет даже такой богатой страны, как Соединенные Штаты. И было очень много сторонников, уже видно было, что Советский Союз в каком-то смысле отстает, ее закрыть. Но сторонники программы использовали имя Джона Кеннеди как такой флаг и говорили, как вы хотите закрыть программу, которая была придумана, это память о нашем безвинно убитом президенте, это святое, это невозможно сделать. И, в общем, отстояли ее. Так что Кеннеди дважды помог вот исследованию Луны. Вот, если посмотреть на Луну, отметить те места посадки, где садились американские и советские аппараты, ну, здесь вот, по-моему, я сейчас не вижу, отсюда зеленым, по-моему, отмечены американские аппараты, а красным советские луноходы, места, где брался грунт. Вы видите, что все это в районе, как бы говорится, средних широт Луны. Ну, вот одна только точка есть. Это произошло не случайно, просто в этой области по баллистике легче сесть, но так же, как поскольку Луна, как Земля, находится в плоскости эклиптики, выйти на такую орбиту и сесть вблизи полярного района просто баллистически было труднее, и люди тогда не понимали, а зачем это нужно. Там гораздо холоднее на полюсах, и почему это интересно. И вот этот первый этап лунной гонки, он закончился, пожалуй, вот тем, что было понято история Луны, много было сделано на ней, и была понята очень важная роль пыли. К сожалению, у меня не так много времени, я сейчас именно вот этой пылевой плазмой занимаюсь на Луне. Пыль оказалась очень существенным фактором на Луне. А это зарисовали, кстати, вот эти картинки были зарисованы космонавтами Аполлона. Они видели такие лучевые какие-то структуры, какую-то дымку. Ну, казалось, что Луна — тело без атмосферы. Вот если посмотреть ранее такие фильмы научные, научно-популярные, научно-фантастические о Луне, то это просто такое абсолютно черное небо. Оказалось, не так. Какое-то свечение неожиданное было, какие-то структуры. То есть оказалось, что вокруг Луны есть довольно много вещества, в том числе пыль. Откуда берется пыль? Многие метеориты, которые постоянно попадают на Луну, микрометеориты, они разбиваются, разрыхляют Землю.
этот процесс происходит уже миллиарды лет. Это не обязательно крупные метеориты, это редко бывает, которые дают такие крупные кратеры. Это просто такой как бы метеоритный дождик, который, кстати, падает на атмосферу Земли, и они сгорают и не долетают до Земли. И постоянно вот такое облако пыли висит над Луной. И оказалось, что это большая проблема. Вот космонавты, которые были на Аполлоне, они столкнулись с этим, потому что они, возвращаясь в аппарат, занесли туда на костюме какую-то прилипшую пыль. И когда они их сняли, в общем, она все равно, пыль, вы, наверное, по домашней такой жизни знаете, она способна проникнуть всюду. Это особая пыль, она состоит из очень мелких частиц такого микронного, иногда субмикронного размера. И оказалось, что эта пыль токсична. Вот сейчас мы в нашем институте, специально в Институте медико-биологических проблем, специально есть исследование, что если мы действительно всерьез думаем о каких-то полетах человека на Луну, мы этот фактор, мы его плохо понимаем, мы с ним должны бороться. Это не так просто. И это не так просто из-за того, что пыль на Луне всюду. Сначала думали, что ее слой очень большой. Да, когда первый лунный аппарат садился, там было много споров, много проектантов говорили, а он что делать, он же просто утонет в пыли. Была такая известная книга, многие, может быть, читали, Артура Кларка «Лунная пыль», где там целый автобус с туристами провалился в облако пыли. Но оказалось, что пыли много, но это всего 15-20 сантиметров такой на обычной поверхности. Но она тоже может представить большую опасность. Вот. Что с пылинками происходит? Почему они имеют особые свойства? Так же, как, наверное, пылинки, которые мы видим около Земли, они заряжаются. Во-первых, они заряжаются от излучения Солнца. Во-вторых, они заряжаются от ударов других пылинок. Кроме того, сама поверхность Луны заряжается, потому что фотоны, которые приходят из Солнца, выбивают электроны из поверхности. Это называется фотоэффектом. И поверхность Луны заряжена. То есть мы вокруг Луны имеем такую сложную систему из заряженной поверхности, пыли, причем свойства вот этой пылевой подушки вокруг Луны, они разные на дневной и ночной стороне, потому что на ночной стороне нет освещения Солнца, и как бы электрическое поле на поверхности другое, и пыль там поднимается меньше. Но самое страшное явление происходит на границе тени и света. Это называется терминатором, когда возникают такие клубы пыли и пылевые бури. Это большая проблема для Луны, но для Марса она, к сожалению, даже еще больше. Ну, это в другой раз я расскажу. Вот я снова показываю эту карту. Это как бы состояние дел, вот, там, скажем, 15 лет назад, вот я вам пока рассказал. Что происходило дальше? Значит, постепенно, к концу 90-х годов стали интересоваться Луной. Снова, вторая жизнь развивается по спирали, как началась вторая волна интереса к Луне, и в этот раз она была связана с полярными областями Луны. Почему? Вот вы представьте, что вот эта картинка – это полюс Луны. Это северный полюс, а это южный полюс. Наоборот, южный, северный. И лучи Солнца, они идут как бы по касательной к этой поверхности. Вот если у вас есть какой-то кратер здесь, вещество Солнца просто не проникает в кратер, потому что там у меня будет подробнее картинка, потому что оно как бы экранируется стенками кратера. И возникают такие постоянно затененные области в полярных областях Луны. На дневной стороне, на средних широтах этого нет, Солнце всегда или раньше, или позже попадает. А здесь возникают такие области. Вот. И первый эксперимент, который вот я там показал, это был сделан аппаратом Лунопроспектор. Он показал, что в этих областях оказалось, что находится под поверхностью по излучению нейтронов, по разным косвенным признакам, находится вещество, содержащее водород, где-то вот внутри них. А это, скорее всего, что у нас содержит водород, это вода. И было подозрение, и очень серьезное подозрение на воду. Это, конечно, была большая сенсация. Вот образ Луны как такой сухой мертвой планеты, вот, сухого мертвого небесного тела, вот, о котором я говорил, когда выходил, он начал размываться. Луна оказалась влажной. И, конечно, за это открытие зацепились, потому что ясно, где есть вода, там много очень интересного, много может быть. И вот где-то вот в конце прошлого века, в начале этого, начался новый, так сказать, виток лунной гонки
связан он был уже с исследованием не экваториальных областей Луны, о них мы много знаем, а полярных областей. В полярных областях есть представление о том, что в них могут находиться запасы водяного льда. Конечно, льда. Вот. Ну вот мы в институте, когда про это услышали, мы придумали такой проект. Вот здесь как раз хорошо изображено. Вот эта полярная область, вот солнце светит. Вот здесь есть такой кратер, и вот в кратер солнечные лучи просто никогда не попадают. И здесь, ну а как туда попасть? Потому что любой космический аппарат требует энергии, ему нужно излучение Солнца, и поэтому мы придумали такой хитрый проект «Кузнечик», что вот аппарат садится, и потом от него прыгает такой маленький зонд, вот прыгает, спускается по стенке кратера, берет пробу, возвращается обратно и вот пытается достичь вот этой области, где есть какой-то такой сильно замерзший водяной лед. Потому что на полюсах обычно на лунах, как правило, очень холодно. Но это, конечно, такая была не очень реальные планы, потому что понятно, что это очень дорого. Во-первых, надо сесть, потом надо в темноте здесь работать, вернуться. И казалось, что вот эта идея, хотя очень интересная, она оказалась не совсем реальной. Но жизнь развивалась, и вот был в нашем институте, в лаборатории доктора наук Игоря Митрофанова, был сделан прибор такой, который назывался LEND, лунный эпитермал ньютрон детектор, так расшифровывается, который просто сделал те картинки, которые я показывал раньше на первых лунных миссиях, более, что ли, отчетливые. Просто был поставлен такой коллиматор, который блокировал излучение с боков, и мы видели только, такую бленду такую поставил, видели только излучение из-под себя, с маленького пятна. Разрешение возросло в несколько раз. И увидели, что водяной лед существует не только внутри вот этих постоянно затененных областей, то есть внутри кратеров, но и снаружи. Следующий вопрос, как он туда попадает, это мы сейчас поговорим, но это сразу изменило ситуацию. Экспедиция исследовать эти области стала реально и возможно. И вот мы стали разрабатывать это произошло где-то 5-6 лет назад. Такой поворот в нашем понимании. Сам аппарат был в 2009 году, американский запущен, там, я говорил, российский прибор стоял, и вот постепенно созрело новое понимание. Вот как выглядит Луна, вот по данным этого прибора. Голубые области – это области, где есть дефицит нейтронов, то есть они там поглощаются. Это те области, которые подозрительны, что под поверхностью может находиться водяной лед. Но водяной лед – это не обязательно вода. Было много подозрений, что это какие-то другие соединения водорода, например, с кислородом, не H2O, а HO, окись. Но это проверить можно было только экспериментально. Но вы видите, таких областей довольно много, и они не обязательно ограничены областями внутри кратеров. Был сделан специальный эксперимент, такой ударный, на этом космическом аппарате, был сброшен один из его блоков в ту область, самую синюю, которая была на предыдущем рисунке. Это называлось кратер Кабеус, где было подозрение, что под поверхностью есть вода. Естественно, произошел такой выброс вещества, а сам главный аппарат пролетал при этом над этим и снял линии Солнце подсвечивало эту картинку, линии поглощения здесь, и увидел, что действительно в этом выброшенном облаке есть линии поглощения не просто водорода или чего, а настоящей воды. Это было, конечно, очень важное подтверждение того, о чем все догадывались. Вот как образуются такие вещества в этих областях полярных? Здесь целый спектр есть представлений, я не буду, наверное, все про них рассказывать. Наиболее вероятные – это, конечно, кометы. Кометы постоянно бомбардируют тела Солнечной системы, дают, в частности, некоторые из кратеров, которые мы видели, они связаны с кометами. Вещество кометы, конечно, быстро испаряется, кометы тоже связаны с водой. В частности, наверное, все помнят про Тунгусский метеорит 1907 года, который, как сейчас
практически точно доказано, что был просто таким снежком, плотным, таким, даже не очень плотным, рыхловатым, таким комком такого грязноватого снега. То есть это вода. И это вещество падает на Луну, внедряется в ее поверхностное вещество, как-то мигрирует, пока оказывается внизу. И поскольку здесь очень холодно в этих областях, оно сохраняется там как в вечном холодильнике. Почему кометы так интересны? Ну, наверное, все следили сейчас за вот этой великой экспедицией, комете Чурюмова-Герасименко, где космический аппарат сел на ядро кометы и вот ищет там различные и органические молекулы, и много разных других интересных вещей. А вот на Луне, если это все окажется правильным, таких вещества комет очень много. Оно там лежит и дожидается исследования. Не надо даже, может быть, делать такой сложной экспедиции. Ну, есть целый ряд других представлений, но, конечно, ответ может дать только эксперимент, который мы хотим сделать. Постепенно вот это вещество, которое попадает, микрометеориты играют очень большую роль в формировании поверхности Луны. Они постоянно бомбардируют. Вот это есть такое английское слово «gardening». Я не знаю, как его перевести. Это такое, как будто вы граблями разрыхляете землю в саду. И вот этот эффект, это уже научный термин в английском языке, это такое рыхление метеоритами. Оно, видите, разрыхляет это вещество, оно как-то помогает вот этим летучим веществам и воде как-то перемещаться с места на место, может быть, из внутренней части кратера, смигрировать на наружную часть и как бы зарыться вглубь. Это есть такие уже математические модели этого, хотя тоже здесь очень много открытых вопросов. И началась, все эти вещи, конечно, не только в нашей стране увидели, началась такая следующая лунная гонка уже 21 века, США и Европа. То есть Луна была забыта, но сейчас к ней снова возник интерес, и я его в каком-то смысле сравниваю с тем интересом, который сейчас у многих стран возник снова, казалось бы, такому не очень ласковому гостеприимному региону, как Арктика. Вот миссия, проект американский «Грааль» для исследования гравитационных аномалий Луны. Есть интересный проект, тоже американский, по исследованию, по попытке доставить образцы грунта. Но здесь написано 2014 год, но он уже сильно перенесся. Доставить грунт как раз из этих областей. Это в каком-то смысле конкурирующий нам проект. И похожая гонка теперь началась уже не только между Соединенными Штатами и Россией, европейскими странами, но есть такая интересная деталь, что началась азиатская лунная гонка. Китай сделал несколько серьезных таких заявок на лидерство, может быть, даже не региональное в исследовании Луны, сделал уже орбитальный аппарат. Совсем недавно по поверхности Луны ездил китайский луноходик, такой маленький, он назывался «Нефритовый заяц». Такая, скорее как игрушка, и там Россия тоже помогла китайским ученым, чтобы этот луноход пережил ночь, когда сильное охлаждение, но все равно он был доставлен и мягко посажен. Это, в общем, большое достижение. И очень интересные проекты есть у Индии. Пока сделала Индия, в основном, правда, с приборами, сделанными в европейских странах, проект Чандраян. Чандраян – это в индийской мифологии богиня Луны, который дал очень интересные результаты как раз по такому плазменно-полевому окружению Луны. То есть тут нельзя засиживаться на старте и надо двигаться дальше. И я немножко расскажу о наших российских планах исследования Луны. Мы, так сказать, долго стояли на распутье в нашей космической программе, думали, куда обратить, так сказать, вектор такой главного интереса и, так сказать, главных финансовых затрат на Луну или на Марс. Но сейчас понятно, что Луна в этом плане для нас реальней, для нас даст много интересных результатов. И такое возражение, которое обычно, надеюсь, от вас я его уже теперь не услышу, людей незнакомых с спецификой, с этой реальной ситуацией, говорят, что лететь на Луну уже, мы были на Луне, уже привозили грунт, американцы вообще 300 килограмм грунта привезли, чего там делать, зачем заново туда лететь, это
дело уже, так сказать, это, так сказать, все уже решено, отыграно, надо вот заниматься Марсом. Марсом мы тоже занимаемся, конечно, но я хочу подчеркнуть, что мы изучаем другую Луну, полярную Луну. И вот я надеюсь, я вас убедил, что полярная Луна совершенно другая. Она и физикой, и своими процессами, и главными научными задачами отличается от вот той среднеширотной Луны, которая исследовалась вот в наших советских миссиях и была исследована американцами. Вот, значит, наша задача, мы хотим исследовать полюса Луны, северный, южный. Ну, сейчас мы, пожалуй, вот сосредоточимся на Южном полюсе. К сожалению, вот здесь в лунариуме вот эта область не очень хорошо видна. Она как раз, область Южная, она как раз находится, так сказать, на границе, вот где, так сказать, макет Луны кончается. Может быть, потом мы планетарию поможем сделать такой хороший такой срез Луны вот в полярной области. Конечно, интересно, мы хотим создать такую систему, которая будет изучать Луну. Это посадочные аппараты, орбитальные аппараты, потому что с посадочных аппаратов надо передавать информацию на Землю. И здесь, конечно, часто Земля не видна, Земля находится за горизонтом, особенно в полярных областях. И то, что такая передача информации через орбитальный аппарат позволит не потерять собранные данные. Вот так примерно выглядит аппарат. Раньше он у нас, кто-то, может быть, читал, он назывался «Луноглоб», но сейчас мы ввели новую нумерацию. Вы помните, что когда я рассказывал про советскую программу, она закончилась в 1976 году посадкой на Луну и доставкой грунта проектом «Луна-24». Ну вот мы решили как бы отсчитывать от этого, от героических наших предшественников. Вот наш первый проект, он называется «Луноглоб». В нашем институте им сейчас очень много занимаются. Здесь даже в зале сидят люди, которые им занимаются. Вот пример, аппарат изготавливается в НПО имени Лавочкина. Наш институт космических исследований, несколько других институтов Академии наук делают для него научные приборы. Вот он так выглядит. Ну, не удивляйтесь, вот, наверное, сейчас все уже догадались, вы видите солнечные панели, у него находятся не сверху, как у обычных аппаратов, ну, которые привычно видеть вот на выставке, а с боков. Почему? Потому что Луна в полярных областях как бы ходит по кругу вокруг аппарата. Ее лучи не попадают сюда, а как бы будут засвечивать вот боковые поверхности аппарата. Поэтому солнечные панели стоят с боков. На этом аппарате мы планируем сделать такое небольшое грунтозаборное устройство, которое как бы наскребет вещество с поверхности Луны и доставит его вот в приборный комплекс, который у нас есть. Я о нем немножко расскажу. Это второй аппарат, это орбитальный аппарат, Луноглоб орбитальный. Вот у него очень такие странные конуса здесь, я расскажу, что это такое. Этот аппарат должен исследовать все, что находится вокруг Луны. И как я вас убедил, это совсем не пустое пространство, это Луна обладает не атмосферой, а это такие объекты называют экзосферой, это выбитые атомы вот, поверхности Луны, атомы натрия, калия. Очень похожая ситуация вот сейчас обнаружена вблизи Меркурия, очень похожее на Луну небесное тело, то, что у него тоже нет атмосферы, правда, есть магнитное поле. И вот комплекс приборов, который будет на этом орбитальном аппарате, будет исследовать все, что вокруг Луны, и зондировать внутренние области Луны. А эти вот конусовидные антенны предназначены для другой задачи. Ну, я прошу прощения, этот слайд я не успел перевести. Это вот те приборы, которые стоят у нас на аппарате. Ну, наверное, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Мы постарались вот в эту небольшую массу поместить все приборы для исследования вещества Луны, для исследования сейсмических свойств Луны, для исследования термических свойств Луны, потому что тепловой поток, который идет как бы из недр Луны, тоже очень важен. И приборы, которые как бы будут маяками. Если мы сядем на это место, то мы как бы, чтобы оно окажется интересным, мы увидим там интересную структуру поверхности, может быть, какие-то запасы вот того водяного льда, о котором я говорил, чтобы мог следующий аппарат туда же сесть. Это орбитальный аппарат, я о нем уже говорил. Вот его приборы. Здесь вы видите большой комплекс приборов. Тут делается он не только в России, но и во многих странах, включая, кстати, и Украину,
и они продолжают работать во Франции. То есть это такой фактически становится международный проект. Но здесь мы делаем упор на исследование таких микрометеоритных потоков, о которых я много рассказывал, исследование электромагнитного излучения Луны, исследование потоков, плазмы, которые идут от солнечного ветра и ударяются об Луну, и вот заряжают ее поверхность. И, конечно, здесь очень важный прибор – это радар, который позволит просветить поверхность Луны на большую глубину. И здесь продолжатся вот те нейтронные измерения, которые были начаты вот на американском аппарате LORD. Вот. Это серьезный большой комплекс. Вот мы очень благодарны руководителю Российского космического агентства, который фактически дал вот под этот проект специальную ракетоноситель, потому что вот этот комплекс приборов достаточно тяжелый, и совместить вот орбитальный и посадочный аппарат на одном запуске было бы очень трудно. А вот это тот прибор, о котором я говорил, он особая у него задача, он называется LORD. Делается он в Физическом институте Академии наук. И вы помните, там такие большие конусообразные антенны были на аппарате, они должны ловить излучение от частиц сверхвысоких энергий, самые-самые большие энергии, которые ускоряются при взрывах сверхновых, при таких самых сильных и жестких процессах ускорения в далеких звездных объектах. Это энергии 10-19 электронно-вольт, но если это перевести на градусы, 1 электронный вольт это 10 тысяч градусов, то вот вы представляете, я даже не знаю, как эту величину назвать, это энергии 10-23 градусов. Это трудно себе представить, но такие энергии существуют в природе. И это, похоже, самые большие энергии, которые существуют, потому что большие уже не могут распространяться из-за того, что они рассеиваются вот в межгалактическом пространстве. А Луна здесь используется просто как мишень, чтобы через обычные, так сказать, мишени, которые вот используются в ядерной физике, такие частицы просто пролетают напрямую очень быстро, их просто не успевают зарегистрировать, а все тело, масса Луны используется как мишень, и излучение, которое генерируется при вот этом прохождении их частиц через Луну, регистрируется этими процессами. Ну, вот я уже говорил, что мы начинаем работать над посадками. Здесь большая работа очень ведется. Специально есть несколько таких групп специалистов, геологов, химиков, которые выбирают место для посадки, потому что это очень ответственное дело. Это вот область вблизи полярно-южного полюса Луны. Очень много критериев нужно, чтобы выбрать правильное место, и чтобы не погубить аппарат. Ну, во-первых, это место должно быть просто интересно с точки зрения геологии, с точки зрения нахождения там воды под поверхностью летучек. Второе, оно должно быть достаточно плоское. Мы не можем сесть там на склон горы, просто аппарат перевернется. Оно должно быть таким, чтобы видна была и земля, и солнце, чтобы эта область освещалась. И вот один из таких областей, вот такая довольно, это вблизи Южного полюса Луны, это называется кратер Богуславского. Я, к сожалению, не знаю, не успел посмотреть, кто такой, в честь какого ученого Богуславского названа эта область, но она очень интересная, она очень обещающая с точки зрения рельефа и всех других параметров, о которых я говорил. Вот просто пример тех материалов, с которыми работают учеными. Это по движению тени, там всегда можно, наблюдая вот эту область долгое время, видно при освещении солнца, если смотрим сверху, мы просто не увидим, как устроен склон. Мы должны обязательно в косых лучах солнца его увидеть и в динамике. И вот потом удается построить такую картинку крутизны склонов в этом кратере. И надо выбрать место, там где-то крутизна маленькая, чтобы не опрокинулся аппарат. Вот тут много факторов, и надеюсь, что мы здесь все-таки выберем достойное место. Ну, вот это тот фактор, о котором я говорил, это видимость Луны, видимость Земли. Вот с этого места посадки, здесь трудно всем условиям удовлетворить, конечно. Вы видите, здесь Земля и Луна видны одновременно всего несколько дней, и это, в общем-то, одно из таких лучших мест. Поэтому нашему аппарату, который там сядет, ему придется трудно, потому что долгое время он будет находиться в темных условиях. Вот, но я уже, сколько сейчас времени?
я уже так постепенно двигаюсь к концу. Вот я хотел показать вот такую линейку аппарата, вот примерно как выглядит наша космическая программа. Вот эти аппараты Луна-25, Луна-27, я про них рассказал. Луна-26 – это орбитальные аппараты. Мы сейчас думаем вот о следующих экспериментах. Это, конечно, доставка грунта с Луны на Землю. Вы, наверное, поняли вот из моего предыдущего доклада, что настоящему геохимику, геологу, для того, чтобы понять и сделать настоящий изотопный анализ вещества, ему нужно немного, но нужно реальное вещество. Конечно, мы во всех этих экспериментах, вот в тех приборах, которые я показывал, мы пытаемся делать массовый анализ, изотопный анализ вещества, который будет браться и вот с поверхности или вот с небольшой глубины под поверхностью. Но на борту, конечно, подробный анализ сделать трудно. И, как говорят геологи, настоящее, они называют это ground truth, такая полная окончательная правда, достигается только, когда вещество доставлено на Землю. Это вот как раз этим планируют заниматься геохимики в институте Вернадского. И мы вот готовим эту программу. Это следующий аппарат, вот как он выглядит вот в разработке НПО Лавочкина. Он напоминает, может быть, в миниатюре те аппараты, которые были в советское время, но проблема здесь не в самой доставке грунта. Мы наши ученые умеют это делать, об отборе грунта, потому что грунт надо взять в этой области, не просто грунт, песок. Это, опять-таки, мы знаем его состав. Надо взять грунт, сохранив в нем все включения. Вот водяной лед, другие летучие вещества, которые просто при нагревании испаряются. А чтобы забрать грунт с глубины, нужно бурить. А любое бурение связано с трением, и трение связано с нагревом и испарением. Тут такая противоречивая задача, которую мы попытаемся решить. Это называется такая не просто доставка грунта, а вот изюминка всех этих исследований – это криогенная доставка грунта и криогенное исследование грунта. Нас больше интересует не сам состав вещества, то есть, который называется реголит, а вот те включения, которые принесены на него кометами. Вот здесь как развивается логика этих аппаратов, которые вот изготовляются. Каждый аппарат, вы видите, он становится немножко сложнее, но использует какие-то наработки предыдущего. То есть с каждым шагом от Луны-25, Луне-27 и вот к Луне-28 мы добавляем какой-то новый элемент, и надеюсь, что вот такая последовательность, постепенность нас все-таки помогут и нашему успеху. Потому что, как показал опыт, так попытка перепрыгнуть пропасть и решить задачу за одно касание, она с трудом получается. Здесь теперь начинается интересная развилка, вот я ее попытался нарисовать. Все знают, что в Советском Союзе сначала, потом в России очень сильна была пилотируемая космонавтика. Значит, у нас очень мощный есть опыт полетов на долговременных, на космических станциях. И мы этим, в принципе, можем гордиться. Вот за времена, уже после распада Советского Союза, за 90-е годы, за 2000-е годы, не очень много было сделано в космических исследованиях, к сожалению. Но вот поскольку работала сначала станция «Мир», потом Международная космическая станция, наши космические медики достигли действительно рекордных результатов. Человек летает уже почти 1,5 года и возвращается, и на своих ногах выходит из космического аппарата. Так не было. Это очень большая работа. И, конечно, наши космонавты думают, а что дальше? Вот сколько можно нарезать круги, орбиты, витки вокруг Земли. Конечно, хочется на межпланетные орбиты. И, конечно, первый объект здесь Луна. И вот мы тут начинаем сейчас думать о такой интеграции российской пилотируемой программы, российской программы исследования Луны с помощью автоматических средств. Понятно, человек, когда мы говорим об этом, это не завтра, а скорее всего послезавтра, а может быть даже послезавтра. Мы о Луне еще должны очень много узнать и должны подготовиться, и должны хорошо сформулировать задачи, потому что результат Аполлона нам все равно уже преодолеть не удастся, просто сесть на Луну мало, надо при этом чего-то добиться и что-то сделать. И вот
была такая рабочая группа, создана в Роскосмосе, которая как раз обдумывает вот такие шаги. В перспективе, как говорится, в далекой перспективе наши космонавты заинтересованы в таком переходе от Международной космической станции, которая планируется ее работа вот пока сейчас до 2025 года, хотя есть там такие позывы и даже раньше ее закончить, до такой международной лунной станции. Вот. Для того, чтобы такая работа была проведена, необходим создание нового космического аппарата, пилотируемого транспортного средства. Этим много занимается в ракетно-космической корпорации «Энергии». Это дорогое удовольствие, требует мощной ракеты-носителя, но вот сейчас обсуждаются возможности такой ракеты, называемой «Ангара», ее запуск из космодрома Байконур, с космодрома Восточный, новый строящийся. И есть различные сценарии, которые вот предлагают различные космические фирмы, которые в основном и занимаются пилотируемыми полетами вот, космической корпорации «Энергии», вот такого сшивки пилотируемой программы и непилотируемой. Надо сказать, что это не такое простое дело, потому что это разные люди, может быть, какой-то разной ментальностью немножко. Вот те, кто занимается пилотными проектами и автоматами, в каком-то смысле всегда между ними небольшая конкуренция шла. Но здесь нам надо достичь какого-то компромисса, потому что ясно, что есть задачи на Луне, которые человеку решать легче и проще, чем роботам. Такие особые задачи. Другое дело, что человеку незачем находиться на Луне постоянно. Я об этом сейчас немножко скажу. И вот мы придумали такую концепцию, она называется корвет. Вот такой промежуточный этап между пилотируемой и непилотируемой программой. Значит, на лунную орбиту выводится космическая станция с космонавтами. Она не садится на Луну. Пока, потому что сесть на Луну и взлететь обратно – это совсем другая задача. Она работает вокруг Луны. И есть такой модуль, небольшой посадочный модуль, который в разных местах, так сказать, отстыковывается от этой станции, летит к Луне, садится, забирает грунт, возвращается к этому аппарату орбитальному, перегружает добытые образцы грунта, заправляется, проверяется, настраивается и снова садится. И так вот, как опыт показывает, 5-6 посадок в самых разных районах Луны можно осуществить и забрать вещество оттуда вот таким, методом корвета. Корвет – это такое маленькое судно, которое курсирует между кораблем, который где-то на якоре стоит, и берегом. Вот это наша концепция, которую мы разработали с научно-производственным объединением имени Лавочкина. Есть и другие. И вот сейчас там обсуждается такая, может быть, те, кто интересуется, читали в газетах, такая большая программа, она находится на рассмотрении в правительстве, исследования дальнего космоса, где вот различные сценарии вот такого перехода от непилотируемого этапа к пилотируемому рассматриваются. И вот что делать на Луне? Тут, конечно, вот когда я это где-то рассказываю, вот среди космических чиновников, они говорят, конечно, вот ученые, они и на Луну хотят лететь не для того, чтобы там добывать полезные ископаемые, помогать народному хозяйству, а чтобы там продолжать свои эксперименты. Это, в общем-то, правда. Полезных ископаемых на Луне много, они в такой же примерно пропорции, как и на Земле, но сами представляете, Луна довольно большая, это серьезная такая гравитационная яма, и сесть на нее, набрать эти ископаемые, даже если есть, и привезти их обратно, это обойдется очень-очень дорого, пока вся наша перемещение в космосе основано на химических таких ракетных двигателях. Других, электрические есть, но они очень маломощные. Нужны какие-то новые прорывы. До этого это все будет заведомо невыгодно. Но для научных исследований Луна в каком-то смысле становится, может быть, идеальным местом. Там нет облаков, прежде всего. Мы выбираем на Земле места с идеальным астроклиматом, и едем, пытаемся приобщиться к работам на обсерватории в Чили, Южноевропейской обсерватории, а на Луне все уже готово. Можно проводить непрерывные наблюдения. Если вы поставите телескоп на спутник, который вращается у Земли, условия гораздо хуже. Звезды медленно движутся по небу, потому что Луна относительно медленно движется.
Но есть, конечно, недостатки. Это микрометеоритная эрозия, вот я об этом сейчас говорил и показывал, пыль, которая может как-то всю эту оптику запортить, и надо ее постоянно очищать, еще непонятно как. И большие перепады температуры, которые тоже всякая техника особенно не любит. То есть это все не такое простое дело. Очень интересно Луна с точки зрения радиоастрономии. Тут есть большая, так сказать, группа специалистов, которые уже очень всерьез рассматривают создание такой мощной радиоастрономической радиоантенны, радиостанции на Луне. Почему это важно сейчас? Значит, у Земли есть ионосфера, которая многие виды излучения не пропускает. Кроме того, около Земли есть большое количество радиостанций, мобильных станций, телевизионных станций, которые, в общем-то, засоряют электромагнитный эфир в очень-очень сильной степени. А если мы хотим поймать очень слабые сигналы, например, сигналы о таких новых объектах, о которых я сегодня упоминал, от экзопланет. У каждой экзопланеты, обладающей магнитное поле, есть такое специфическое излучение. Нужны очень тонкие, чистая такая радиообстановка. И на Луне такую систему можно развернуть. Такой, если посадочный аппарат, к нему как бы такой, вместе с ним садится такой ровер, который как звезду, так вытягивает сначала один луч, второй, третий, и создает такой кластер, примерно 20-30 метров длиной. И этого, как показывают оценки, достаточно, чтобы самые даже слабые радиоизлучения исследовать. Ну вот специалисты университета, занимающиеся частицами высоких энергий, тоже мечтают о такой лунной астрофизической обсерватории. Она будет напоминать вот тот прибор, который я показывал, летает вокруг Луны, Лорд. Но здесь это будет стационарная станция, которая будет тоже ловить следы излучения, которые возникают в веществе Луны при ее взаимодействии с очень высокоэнергичными частицами космического радиоизлучения. И, конечно, для такой космической станции, для нее не нужно постоянное присутствие человека. Тут мы как-то немножко с нашими коллегами и партнерами из Российского космического агентства немножко расходимся. Здесь, мне кажется, вот космонавты, они нужны, любая техника требует настройки, обслуживания. Вот хороший очень пример помощи космонавтов, так сказать, в ликвидации неисправности космического телескопа Хаббл. Здесь многие интересуются астрономией, наверное, все любовались этими великими, замечательными изображениями, которые дает Хаббл, но это бы не было возможно без помощи и как бы его ремонта космонавтами. На Луне, думаю, возникнут такие же ситуации, поэтому присутствие человека в таком вахтовом методе нужно. Явно, что ни один робот не сможет сделать вот такой не очень решить задачу с такими не очень четко поставленными начальными условиями. Поэтому здесь возникает хорошая такая база для перехода от автоматических космических исследований к пилотируемым. И вот по планам Российского космического агентства в конце следующего десятилетия, в начале следующего десятилетия какая-то такая более-менее обитаемая станция, она не обязательно будет постоянно населенная, но она может быть работать в экспедициях посещения, она может существовать. Похожая вот эта картинка тоже из презентации одного моего коллеги, возглавляющего такую группу по исследованию Луны в Европейском агентстве. Они тоже думают об этом. И сейчас существует такая, в общем-то, большая тяга вот тех, кто думает о будущем освоение Луны, не только исследования, о которых я сегодня в основном говорил, но и освоение, сделать какую-то уже эту базу как международную, надеюсь, политическая обстановка к тому времени, когда до этого дойдет дело, позволит. Ну и, конечно, хочется сказать два слова про Марс, потому что я не буду сейчас ваше время занимать. В России существует очень интересная программа исследования Марса. Она как бы делается совместно нашими партнерами из Европейского космического агентства. Она называется «Экзомарс». И главная ее цель – это тоже поиск каких-то следов прошлой жизни на Марсе. Но это как бы совсем другая история. Я о ней, может быть, когда-нибудь в другой какой-то лекции готов рассказать. Но все, что мы делаем сейчас для Луны, и посадки, и заборы грунта, все это мы рассматриваем тоже как некую отработку технологий для гораздо более сложного и трудного полета
и автоматических средств на Марс, и доставки грунта с Марса, которая очень сложная задача. Она пока никто ее не планирует раньше тоже конца следующего десятилетия. Спасибо за внимание и терпение. Павел Борисович, у меня еще 3 минуты осталось. Я немножко хотел тут нашу публику, собравшихся, немножко тут повеселить, но вот мне очень нравится фраза Козьмы Прудкова про Луну. Если у тебя будет спрошено, что полезнее солнце или месяц, ответствуй месяц, ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц ночью. Ну вот это хорошая логика. Вот. И, как ни странно, вот этой логикой воспользовались наши, вот все мы знаем, что у нас есть такие одиозные немножко каналы. Вот я сейчас вам покажу фрагмент передачи, очень смешной, про Луну, 17 июля 1945 который сделан канал программы Ровно РЕН-ТВ. 17:00 в большом зале замка Цецеленхоф за круглым столом встречаются главы 3 держав антигитлеровской коалиции – Советского Союза, США и Великобритании. Все эти кадры знают. Сверхсекретное совещание проходит за закрытыми дверями и длится больше 3 часов. Президент Америки Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин обсуждают раздел Германии. Некоторые историки утверждают, когда договоренности по этому вопросу были достигнуты, со своего места неожиданно поднялся Сталин и сделал сенсационное заявление. Он предложил обсудить и подписать соглашение о разделе Луны. Так, ну вот нашлись, конечно, желающие это прокомментировать. Вот. А на самом деле история очень простая. Есть такой замечательный писатель-фантаст Роман Арбитман, но он любит такие шутки, он написал книгу, ну, вот под псевдонимом, который называется «История советской фантастики», который полностью придумал эту историю, вот просто от начала до конца. Ну, такой у него был сюжет, что исследования Луны очень важны, что Сталин им увлекался. И вот вдруг это он увидел, включил телевизор, увидел, что эта история зажила своей жизнью, что специальную программу некоторые наши такие странные каналы готовят о разделе Луны с Сталиным и Трумэном. Вот, так что вы, если все это услышите, не верьте, это хорошая шутка. А, кстати, просто случайно он мне сегодня прислал письмо. В пятницу вот презентация его книг будет на ярмарке нонфикшн. Если кому-то интересно, советую сходить. Это очень хороший писатель с таким большим чувством юмора, но иногда, вот видите, какие курьезы он вызывает. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Огромное спасибо за лекцию, действительно очень интересно. Вот такой вопрос, наверное, базовый, который давно меня мучает. Скажите, как так получилось, как так происходит, что Луна так синхронно вращается вокруг своей оси и вокруг нашей планеты, что она постоянно повернута одной стороной к нам? Ну вот я это немножко говорил об этом. Вот когда Луна и Земля образовались, все было не так. И Луна вращалась быстро, и Земля вращалась быстро. Но если это тела, ну, обладающие они не абсолютно жесткие, в них возможны приливные возмущения. И постепенно приливы затормозили вращение Луны, и Луна к нам обращена одной стороной. При этом Луна отъехала от маленького расстояния, где она была, 30 тысяч километров, на 10 раз дальше. Но это еще не конец истории. Луна продолжает удаляться, и вращение Земли тоже тормозится. И наступит по-моему, через 2-3 миллиарда лет момент, когда и Луна, и Земля будут оба смотреть друг на друга, повернуты одной стороной. И сейчас только Луна повернута, а будет и Луна, и Земля. Все из-за приливных движений. Да. Ну, сейчас пока Луна меньше, и она уже она замкнула, у нее период орбитального вращения стал равен, при этом воздействие приливного движения на Луну минимизируется, а у Земли еще все предстоит. Но где-то в асимптотике Земля станет вращаться медленно, примерно в период ее будет равен месяцу, и они всегда с Луной будут смотреть друг на друга. Но мы до этого не доживем, не волнуйтесь. Очень необычный вопрос. Недавно в одном из научных журналов была опубликована статья о том, что американцы разместили на Луне такое нечто, и один из наших советских луноходов это протаранил это нечто
И вот вы говорите, вы знаете человека, который управлял этим луноходом, а скажете, он вам какие-то воспоминания рассказывал об этой операции? Нет, ну, тогда, когда ездил луноход, то ничего он не протаранил. Более того, американцы этот луноход нашли. Ну вот я вам просто почему вот решил показать вот этот пример, вроде солидные каналы, все таким серьезным голосом говорится. Вот слишком много глупостей печатается наша и желтая пресса. Я думаю, что вот вы тоже наткнулись на какую-то такую фальсификацию. Так же, как вот много любят люди говорить, потому что американцы не были на Луне, об этом муссируются, переживаются. Были американцы на Луне. Ничего страшного, они там не разместили. Все, что они разместили, очень хорошо известно. Другое дело, что в чем вы правы, что на Луне сейчас и наши вот эти разбившиеся ракеты, и американские, на Луне несколько сотен килограмм мусора. То есть Луна вроде такое чистое небесное тело, мы уже его начали замусоривать, так же, как Арктику. И кто его и как оттуда уберет, непонятно. Несколько сотен килограмм мусора такого железного там лежит. Правда, его пока еще никто не протаранил, так что не беспокойтесь. А еще, извините, можно Да. вас спросить, не могли бы вы у него спросить все-таки? Вот, Ну, давайте я вам попробую его найти. Нет, уже прошло много лет, и он все подписки о неразглашении тайны, которые он мог дать, они кончились, поэтому он рассказывал все. У меня где-то записана его фамилия, я сейчас забыл. Это известный человек, он книги опубликовал. Управление, кстати, шло из Крыма. В Крыму была специальная станция в Симферополе, где такой был полигон, где тренировались езде-на луноходов и управляли этими нашими луноходами. Значит, после вам подойти. Ну, вы мне дайте какой-то ваш адрес, телефон, я постараюсь вам прислать. Все, конечно, очень-очень интересно. Подойдите, пожалуйста, к микрофону, вас не слышно. То, что вы рассказываете, это все очень-очень интересно. Но динамики нету, тягучки нету. Это, скорее всего, из-за финансирования. Те же Луна-ресурс, Луна-глоб, это еще с 2000-х годов начиналось. И опять оттяжки до 2018 года. ну что, правильно абсолютно, я такое же чувство испытываю, но тут как бы Обидно, каждый играем. раз читаем в прессе. Но когда я увидел, как китайцы сделали быстро этого своего нефритового зайца, и как он забегал, правда, с помощью российского оружейного плутония, но мне тоже стало немножко грустно. Вы правы, абсолютно правы, все это тянется долго. И тут что я могу сказать? Наши ученые, которые делают приборы, они не спят. Приборы, вы видели, я рассказывал, стоят на американских аппаратах, стоят на европейских аппаратах, стоят то есть и у Луны, и у Марса, и у Венеры сейчас работают приборы, сделанные в России. Но промышленность наша, она очень сильно потеряла со времен Королева, Бабакина. Все делает медленно и долго. Вы даже говорите, как какое-то одолжение. Нам дали ракету, куда мы можем разместить груз. Да это предполагать само собой должно разумеется, а не то, что благодарны за это высказывать, что нам дали ракету. Ну, лишний раз сказать спасибо не вредно. Вы правы, по большому счету. Вы, пожалуйста, так как человек, скажем так, в административных кругах, обращайтесь, знайте, передавайте туда. Народ просит, просит народ. Но вы знаете, я сделал все, что от меня мог, Аплодисменты, и немножко конечно. больше, чтобы это все ускорить. Спасибо Я вам большое. докладывал 2 или 3 раза президенту об лунной программе, и как-то она начала с этого времени сдвигаться. Просто долгое время у нас царил какой-то неразбериха. Одна промышленность часть хотела лететь на Марс, другая на Луну. Сейчас, по крайней мере, определились с целями. Хочется побыстрее, я вас прекрасно понимаю. Передавайте. Спасибо. Знаете, из глубинки народ космонавтикой интересуется. Спасибо. Да какая вы глубинка, всегда приезжаете. Следующий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Да, меня слышно. Значит, первый вопрос. В чем проблема осветить этот кратер, в который вы хотите сесть? Дело в том, что ведь куча излучений существует, и можно предварительно запустить какой-то комплекс, который его просветит. Чем угодно, хотя бы механическая развертка лазерным лучом. Вы получите полную картину. Это первый вопрос. И второй. А в чем проблема, собственно, с энергией? Совсем не обязательно использовать солнечные батареи. Вы только что упомянули оружейный плутоний. Спасибо.
Нет, ну вы все правильно сказали. И опять-таки, вот тут есть искусство возможного. Все можно сделать, только это все будет стоить дорого и долго. Вот с оружейным плутонием я очень большой сторонник использовать его. И вот во всех этих наших лунных станциях будут стоять изотопные источники излучения. Нам не хватит вот солнечной энергии. И здесь, кстати, у нас очень большое преимущество по сравнению вот с нашими европейскими, американскими коллегами, потому что у них какая-то страшная боязнь вот этих радиобоязнь, они боятся всех ионизирующих излучений. Вот есть такой сейчас проект, он вот уже фактически прилетел к Юпитеру, называется Джуна. У Юпитера очень слабое солнечное излучение. Они решили не связываться с какими-то жуткими, сложными ограничениями на по установку этих изотопных источников энергии. И сделали антенны, вы не представляете, они больше, чем этот зал. Они просто сложно раскладываются. Потому что это все, что связано с излучениями, идет сейчас под очень большими ограничениями. Но, слава богу, у нас этого нет. Вот в проекте Фобос, которым я занимался, тоже были изотопные источники энергии. И в лунных наших программах будет. А подсветка кратера, ну, понимаете, тут опять-таки это затянет это все на большое-большое количество времени. Можно это сделать, понятно, поставить какие-то ретрансляторы, зеркала на орбите. Но это не нужно, как я вам показал, потому что, в принципе, это вещество, оно уже выходит за пределы кратера, его можно, так сказать, гораздо меньше кровью получить и исследовать. Вы решительнее, пожалуйста, подходите. Времени совсем нет. Давайте я постараюсь вам найти, Кирилл, хорошо? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Можно ли? Да. А вот немножко не про Луну, но про космонавтику. Да, пожалуйста. Упоминалась посадка американцев на комету. Да. И вот, Не американцев, а европейцев. вот последняя. Да, это Европейское Да, да. космическое Вот агентство. насколько вообще это является каким-то шагом вперед в космонавтике? Ведь мы помним, что и в 2005-2006 годах была целая серия подобных с астероидами и кометами. Нет, ничего подобного никогда не было. На комету никто не садился. Вот кометы исследовали, вы правы, вот в 86 году была, то есть, громадная последняя советская крупная экспедиция к комете Галлея. Но там аппараты пролетали вблизи ядра, но пролетали. Было несколько экспериментов вот за эти годы, вот 2000-е, когда просто были сильные столкновения. Какой-то аппарат просто столкнулся с астероидом, ну и исследовал там вещество, которое из него было выброшено. И была попытка, единственная, вы правы, японская, такой был проект Хаябуса, они планировали не сесть, правда, это была маленькая такая комета, они должны были коснуться ее, забрать несколько пыльных веществ и улететь. И вот они коснулись, вернулись назад, но они фактически ничего не привезли, потому что сам контакт был какой-то очень слабый. Вот и там идет спор, там 3 или 4 каких-то пылинки, они все-таки успели захватить при этом соприкосновение. Мне кажется, что в этом проекте, о котором вы говорите, кометном, там главное не посадочный аппарат, это тоже важно, а вот орбитальный аппарат, который вращается и продолжает вращаться вокруг ядра кометы, а комета сама приближается к Солнцу, и он увидит вот все фазы, вот такие вот красивые отрастания хвоста кометы, как вот происходит вот это ее оживание при приближении к Солнцу. Это все будет задокументировано, вот это вот ценно. Мы никогда такого, в принципе, близко не видели и не увидим, все были быстрые пролеты. А в принципе, там не все получилось у этих вот европейских наших коллег, но очень много получилось, и, как откровенно говоря, мы такой хорошей завистью им завидуем. Пожалуйста, следующий вопрос. Просьба по Луне, все-таки ближе к сегодняшней теме. Чтобы попасть в полярные области Луны, требуется совершить некоторый маневр орбитальный. Да? То же самое обратно, чтобы доставить грунт. Вот на сегодня обладаем ли мы такой технологией, чтобы вообще попасть в Луну и попасть в нужное место? И вот особенно в свете последних неудач с марсианской программы. Второй вопрос. А какие последние неудачи? Ну вот Фобос Грунт и до этого. И второй вопрос. Понял. Как влияет вот политика самоизоляции, да, такой имперский курс сейчас России, на международную кооперацию в области? Да.
Так, ну я на первый вопрос отвечу. Первый вопрос совершенно правильный. Дело в том, что действительно на полярное, там просто требуется больше, ну, то, как ракетчики говорят, дельта В, больше характеристической скорости, значит больше топлива. Есть рассчитаны такие орбиты, вот они получается, что вот на Луну, казалось бы, можно лететь в любое время, оказалось нет. Вот есть такие тоже астрономические окна запуска, когда вот в полярной области, ну, с минимальными затратами топлива можно попасть. Естественно, когда я рисую эти аппараты и показываю места посадки, все это просчитано. Ну, конечно, всегда идет такая борьба между инженерами и учеными. Ученый хочет поставить лишний прибор, там еще 5-6 килограмм, а инженеры ему говорят, нет, мы тогда уже не сядем, мы разобьемся, тут вот есть пределы, вот такая вот постоянно идут споры. Ну, всегда как-то находится какой-то общий интерес. Ну, всегда хочется, конечно, вот этот научный комплекс сделать наиболее таким мощным, но вот всегда есть ограничения. Вот в том проекте, о котором я говорил, при посадке на Луну, в первом это 35 килограмм научный комплекс, а во втором 50. А вот этот второй вопрос, он, конечно, важен. Тут пока мы начали только сталкиваться с этим, в основном это касается закупок комплектующих электронной компонентной базы, которые мы, в общем, как правило, закупали за границей. Но сейчас развертана довольно быстро такая работа по импортозамещению. Надеюсь, она будет успешна. А вот что касается контактов с учеными, здесь вот мы не чувствуем какого-то изменения. Я должен сказать откровенно, вот эти научные связи и космические, особенно связи, они переживали самые большие времена холодной войны. Ну, вы не помните это? Я помню, в 1975 году был такой, во время самое страшное время, когда Советский Союз называли империей зла, тем не менее был совместный полет Союз-Аполлон, были эти проекты исследования кометы Галлея. И сейчас мы вот те проекты по Луне, которые я рассказывал, я не успел об этом рассказать, они планируются, что у них будет очень существенное участие ученых из Европейского космического агентства. Программа Марса, по исследованию Марса у нас вообще совместная. И вот вы только что слышали, наши приборы стоят на очень большом количестве просто зарубежных аппаратов, просто потому что такое как бы братство, что ли, солидарность ученых, оно все эти годы пересиливало различные политические тренды. Это касается и наших отношений с учеными Украины, с учеными Восточной Европы. Ну, надеюсь, что я не окажусь чересчур оптимистичным, но на сегодняшний день это так. Ну что же, если вопросов нет, да, поблагодарим еще раз вам ответить. Большое спасибо вам. Спасибо за внимание.